Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня продолжаем тему, что можно сшить из ненужных шелковых тканей. В нашем случае это опять ацетатный шелк, и это опять косметичка, дорожная вместительная косметичка. Я уже приготовила две простеганные детали верха. Стежку я делала опять из знакомой вам ткани. Кто-то спрашивал, не брезент ли это. Нет, это не брезент. Это вот такая хлопковая ткань с саржевым переплетением. Вот видно направление нити диагональное. Без всякого наполнителя, то есть она не пропитана ничем. Эта ткань, она натуральная хлопковая ткань, только она толстенькая. Она очень хорошо подходит вот для таких работ, как стежка. В качестве наполнителя я использовала самый тонкий изолон. Девочки, если будете использовать изолон, ни в коем случае не применяйте утюг, потому что моментально расплавится и вся работа пойдет на смарку. Просто перед стежкой проутюжьте все ваши детали, чтобы потом уже к утюгу не прибегать. Так, и еще я скроила две детали из подкладочной ткани. На обе детали я пришила кармашки. Косметичка наша будет вместительная. Кармашки наши окажутся кстати. Так, и еще приготовила для ручек по две детали для простежки и верха. Если кого-то интересуют размеры, ручки я выкроила по длине 32 сантиметра, а основные детали в крое 29 на 22. Я прострочила детали ручек. Получились хорошие упругие ручки. И теперь эти ручки надо пришить к основным деталям сумочки нашей. Я прикладываю вот так к телу сумки и смотрю, какое расположение меня устроит. В моем случае я отчертила 6 сантиметров вниз от верха, нашла середину, центральная линия, и теперь ручки вот так отгибаю. Прикалываю. И вот здесь отстрочу. Затем я ручку вот так отогну и еще раз пристрочу. Ручки я пришила. Дальше готовлю молнию. Я беру вот такую полосочку ткани, складываю пополам, прокладываю шов. И дальше этот шов вот таким образом я оставляю внизу и надеваю на молнию. И вот здесь по краешку я прокладываю строчку. Вот этот конец я уже вот пришила эту полосочку, трубочку такую. И затем я это вот так вот выворачиваю. И вот такая красивая концовка у нас получается. Затем оформленную с обоих концов молнию я сейчас пришью к детали сумки. Для того, чтобы ручка нам не мешала, мы ее вот таким образом закрепим. Молнию накладываю лицом к лицу на нашу деталь и по краешку я пришиваю. К пришитой молнии мы сейчас пришьем подкладочную деталь. Находим середину, совмещаем с серединой уже пришитой молнии, накладываем вот так лицом к лицу с основной деталью
и сострачиваем. И вот у нас сшиты основные детали. И теперь подкладочную ткань тщательным образом отогнем. И вот в таком виде, в полусантиметре от шва, мы проложим отделочную строчку. В аналогичном порядке я пришила и вторую половину косметички к нашей молнии. Сделаны отстрочки. И теперь лицевые детали совмещаем друг с другом. Подкладочные также. Вот так. При этом молнию мы отправляем в сторону подкладки. При этом припуски на швы сами укладываются в противоположную сторону, и у нас здесь не создается большой толщины. И теперь, оставив в донышке отверстие для выворачивания, мы прострачиваем все детали по периметру. Девочки, прежде чем проложить вот эту строчку по периметру, обязательно внутри надо молнию оставить приоткрытой. И теперь я разложу вот таким образом лицевые детали, совмещу швы. И отмерив от угла 3,5 сантиметра, проделаю здесь вот строчку. То же самое с этого угла и то же самое в подкладке. Вот так. Ну, здесь можно не раскладывать, а просто их развести в разные стороны, эти швы. И также я вот это, хвостики эти все срежу, иначе потом при образовании уголка они дают толщину. Ну и вот такая дорожная косметичка у нас получилась. Я еще не зашила отверстие в донышке. Вот она получилась вместительная. Так, я вам сейчас скажу размеры, потому что многие спрашивают. 16 высота, 18,5 по донышку и ширина донышка 8 сантиметров. Я надеюсь, вам видео понравилось. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые работы. А я с вами прощаюсь. До свидания, до скорой встречи.